Есть архитекторы, которые не проектируют дома, они ставят эксперимент над самой идеей того, каким может быть жилье. И некоторые из этих экспериментов длятся не пару лет, а всю жизнь. Один построил здание, у которого, как оказалось, не было будущего. Другой посвятил одной единственной постройке 33 года, при том, что все вокруг называли его сумасшедшим. Третий добился того, что в его доме физически невозможно расслабиться, и был убежден, что именно это спасает жизни. 7 идей, в которые никто не верил. 7 зданий, которые все-таки появились на карте. И одно из них удивит вас больше остальных. 1972 год. Токио задыхается от нехватки жилья, а офисные работники тратят по 3 часа в день на дорогу до дома в пригороде. Архитектор Киси Куракава предлагает элегантное решение, которое должно было изменить будущее жилья на планете. Дом-конструктор прямо в центре престижного района Гинза, куда можно доехать на метро за 10 минут. 2 бетонные башни-стволы, а к ним, как коробки на полке, болтами прикручены 140 маленьких стальных капсул, каждая 4 на 2,5 метра, с кроватью, санузлом и одним круглым окном-иллюминатором, будто каюта космического корабля. Внутри встроенный катушечный магнитофон, компактный телевизор и телефон прямо в стене. В 1972 году это выглядело как квартира из фантастического фильма про будущее. Смысл был не в тесноте, а в идее. Капсулу можно открутить целиком и заменить новой каждые 25 лет, обновляя все здание по частям, словно огромный механизм, который способен жить бесконечно. Куракава называл себя частью движения метаболизм архитекторов, веривших, что здания должны расти и обновляться, как живые организмы, а не стоять неизменными десятилетиями. План был идеальным, но реальность оказалась куда прозаичнее. За 46 лет не заменили ни одной капсулы, ни разу. Трубы ржавели, изоляция крошилась, инженерные системы устаревали. Кто-то по-прежнему жил там без горячей воды, потому что менять коммуникации оказалось значительно дороже, чем когда-то представлял архитектор. Здание, задуманное как образец вечного обновления, простояло без единого ремонта дольше, чем должно было прожить по изначальному плану. И в 2022 году случилось то, чего боятся все смелые архитектурные идеи. Несмотря на протесты архитекторов и поклонников со всего мира, требовавших сохранить башню как памятник, ее разобрали. Но не просто снесли. 23 капсулы аккуратно демонтировали и передали музеям по всему миру, включая Музей современного искусства в Сан-Франциско. И в этом есть почти символичная ирония. Единственное, что осталось от здания, задуманного как вечное, это отдельные лампочки, которые так и не успели вкрутить обратно. Хабитат 67. Монреаль, Канада. Следующий дом начался не с амбиций знаменитого архитектора, а с дипломной работы 29-летнего студента. Мойше Савди писал диплом в университете МcGill и хотел доказать одну вещь. Плотная городская застройка не обязана быть скучной бетонной коробкой. Вдохновение он искал не в учебниках, а в поездках по средиземноморским холмам, там, где старые каменные городки веками разрастались хаотично. Дом на доме, терраса на террасе, и при этом у каждой семьи оставался свой кусок неба. Савди хотел доказать, то же самое можно построить из бетона и кранов, а не ждать столетия. Проект заметили, и вместо того, чтобы остаться в архиве университета, он превратился в настоящий павильон Всемирной выставки 1967 года. Савди, которому едва исполнилось 29, внезапно получил возможность построить собственный диплом в натуральную величину. Строить решили не как обычный дом, а как конструктор для взрослых. 354 бетонных модуля отлили отдельно на заводе, а потом краны начали собирать их друг на друга, в кривь и в кость, будто средневековый город на Средиземноморском холме, где каждое следующее поколение просто добавляло новый кусок туда, где находилось место. Изначальный план был намного масштабнее, больше 1000 квартир, магазины, школа и сад на крыше. Но бюджет урезали. В итоге получилось всего 146 квартир. Зато ни одна из них не похожа на другую. Каждая крыша нижнего блока становится террасой для квартиры сверху. Каждый житель получает то, чего почти невозможно добиться в обычной высотке – свой кусок неба. Стройка заняла больше 30 месяцев и обошлась в $13,5 миллионов канадских долларов.
огромную сумму для жилого эксперимента, который вообще-то начинался как студенческая работа. Но самое интересное произошло позже. Из всех сооружений Всемирной выставки 1967 года до наших дней в целости сохранились только два. Купол Бакминстера Фуллера и эти бетонные блоки. С 2009 года Хабитат 67 официально считается историческим памятником, а квартиры внутри сегодня стоят дороже, чем большинство обычных домов Монреаля. Редкий случай, когда студенческая работа стала одним из самых узнаваемых и дорогих адресов города. Иногда идея, которую сначала считают слишком странной, оказывается просто раньше своего времени. Кубус Вонинг, Роттердам, Нидерланды. После истории про диплом, который вырос в целый город. Дом, который перевернул саму идею нормальной комнаты. Пит Блом учился у голландского архитектора Альда ван Эйка, одержимого идеей. Город должен быть не набором коробок, а живой структурой, где границы между улицей и домом стираются. В 1984 году Блом довел эту идею до предела. Он взял обычный кубический дом и наклонил его на 45 градусов, посадив на шестиугольную бетонную опору, внутри которой прячется лестница. Получилось дерево. Ствол – опора. Крона – сам жилой куб. 38 таких деревьев и два огромных суперкуба срослись кронами прямо над улицей возле станции метро Благ. Целый бетонный лес в центре портового города, который местные так и прозвали – Благский лес. Но за красивой метафорой скрывается очень неудобная правда. Реальный угол наклона стен 54,7 градуса. Из-за этого почти четверть жилой площади в доме вообще нельзя использовать. Мебель туда физически не ставится, полки съезжают, а обычный диван из магазина в квартиру просто не помещается. Жильцам приходится заказывать мебель по индивидуальным чертежам, под конкретный угол собственных наклонных стен. Даже повесить картину или поставить книжный шкаф становится маленьким инженерным экспериментом. И все же люди в этих кубах живут. Не потому, что у них нет выбора, а потому что они сами этого хотят. Один из суперкубов в 2009 году превратили в молодежный хостел, а обычный жилой куб в музей-квартиру Кик Кубус, чтобы туристы могли своими глазами увидеть, насколько необычным является это пространство. Жить внутри архитектурной метафоры оказалось намного сложнее, чем просто на нее смотреть. Но очередь желающих купить здесь квартиру не становится короче уже 40 лет. Пелей-Буляс, Франция. После кубов на бетонных ножках дом, где архитектор решил, что углов вообще не должно быть. Венгерский архитектор Анти Лавак искренне считал прямую линию агрессией против природы. По его философии, человеческое тело движется по кругу, взгляд скользит по кругу, а значит и дом должен быть таким же. Никаких прямых углов, никаких квадратных комнат, вообще никаких прямых линий. Свою философию он называл словом собственного изобретения – хабитология. Наука о жилье, которая ведет себя как живой организм, а не как обычная коробка. В 1975 году он получил заказ, о котором мечтает любой архитектор с радикальными идеями. Промышленник Пьер Бернар предоставил Лавагу склон над Средиземным морем и почти полную свободу действий. Строительство велось без единого традиционного чертежа. Сначала создавали металлический каркас-сетку, форму которой архитектор буквально лепил руками прямо на месте. Затем слой за слоем на нее наносили бетон. Техника, которую раньше использовали в основном для бассейнов и ангаров, впервые превратилась в жилой дом такого масштаба. 14 лет, с 1975 по 1989 год, на склоне над морем появлялось здание площадью 1200 квадратных метров, 10 спален, 11 ванных комнат и ни одной прямой стены. Комнаты перетекают одна в другую, словно мыльные пузыри, застывшие в момент соприкосновения. Даже мебель создавалась специально для этого пространства. Встроенные диваны, полки и элементы интерьера ловок формировал из того же бетона, что и стены, будто сам дом постепенно выращивал все необходимое внутри себя. Но у дворца из пузырей есть еще одно, не менее известное имя. В 1991 году особняк купил модельер Пьер Карден и превратил каждую спальню в отдельный арт-объект. Художники создавали уникальные интерьеры, а на склоне у моря появился амфитеатр на 500 зрителей, где до сих пор проходят показы мод и культурные мероприятия.
С 1999 года дом официально охраняется государством как памятник архитектуры Франции. Дом, который родился из ненависти к прямым линиям, стал одним из самых узнаваемых силуэтов Средиземноморского побережья и одним из немногих особняков в мире, где обычная мебель из магазина просто не существует как вариант. Reversible Destiny Lofts, Токио, Япония. Следующий дом построили с почти невозможной целью, чтобы в нем было неудобно жить. Специально в 2005 году художник Сюсаку Аракава и его жена, художница и поэтесса Мэдлин Гинс, завершили строительство комплекса из 9 квартир в пригороде Токио. Проект был посвящен памяти Хелен Келлер. Идея звучала почти как вызов. Если тело человека постоянно балансирует, ищет опору и работает, оно дольше остается живым и внимательным. Отсюда и название «Лофты обратимой судьбы». Авторы действительно верили, что архитектура может буквально заставить человека дольше сохранять активность и здоровье. И это не просто красивая теория. Это квартира, которая физически сопротивляется вашему телу. Полы внутри намеренно неровные, бугристые, местами с заметным уклоном. Поверхность напоминает застывшее каменное море, где каждый шаг требует внимания. Ходить по прямой почти невозможно. Приходится хвататься за многочисленные поручни, крючки и столбы, встроенные прямо в стены и потолок. Круглые окна расположены на неожиданной высоте. Кухонные поверхности находятся на разных уровнях. Выключатели спрятаны там, где их не ожидаешь, а каждая комната окрашена в свой яркий цвет, чтобы мозг постоянно реагировал на окружающее пространство. Звучит как испытание. Но люди, которые там жили, рассказывали совсем другую историю. Некоторые жильцы утверждали, что спустя месяцы в этих квартирах их тело стало двигаться иначе. Улучшилась осанка, исчезло ощущение постоянной усталости, а обычные движения снова стали осознанными. Ученые действительно изучали этот дом как эксперимент в области взаимодействия архитектуры, движения и старения. Но первые недели почти для всех были одинаковыми. Синяки, усталость и ощущение, будто собственная квартира внезапно превратилась в тренировочную площадку. Дом, который придумали как способ бросить вызов смерти, превратил обычную жизнь в постоянное напоминание. Тело все еще живое. Гелиотроп, Фрайбург, Германия. Здесь невозможно. Уже не форма, а сама физика дома. 1994 год. Архитектор Рольф Диш построил себе цилиндрический дом на единственной деревянной колонне высотой 14 метров, диаметром почти 3 метра, склеенной из финского слоеного шпона. И этот дом умеет то, что не умеет ни одно здание в мире до него. Он целиком поворачивается вокруг своей оси, отслеживая Солнце со скоростью примерно 15 градусов в час, медленнее часовой стрелки, но достаточно, чтобы за день сделать почти полный оборот. Простой электромотор внизу колонны вращает всю трехэтажную конструкцию так плавно, что, стоя внутри, движения почти не замечаешь. Только замечаешь, что вид за окном за пару часов незаметно сменился с леса на город. Зимой дом разворачивается огромными тройными стеклопакетами прямо к низкому солнцу, пуская внутрь максимум тепла и света. Летом поворачивается спиной, подставляя солнцу глухую, хорошо утепленную стену, чтобы не перегреться. Дом в буквальном смысле меняет ориентацию в зависимости от времени года, как подсолнух, только без единого стебля, отсюда и название. А теперь цифра, ради которой стоило городить весь этот механизм. Гелиотроп производит в 4, а в лучшие месяцы в 6 раз больше энергии, чем потребляет сам. Солнечные панели на крыше следят за солнцем отдельно от самого здания и поворачиваются по собственной, более точной траектории. Под землей работает геотермальный теплообменник. Есть собственная мини-станция комбинированного производства тепла и электричества, а на балконных перилах спрятаны солнечные водонагреватели. Именно на этом доме Диш придумал и обкатал термин «энерго плюс здание», то есть здание, которое не просто экономит, а зарабатывает на энергии больше, чем тратит. Но самое интересное случилось уже после того, как дом достроили. Диш не остановился на одном эксперименте. Рядом он построил целый солнечный корабль, коммерческое здание на той же технологии. А затем помог спроектировать целый район Фрайбурга-Вабанк, где по этому принципу построены уже тысячи квартир. Все началось с одного дома, который в буквальном смысле не может стоять спиной к солнцу, и превратилось в стандарт, по которому теперь строит половина энергоэффективной Германии. Идеальный дворец почтальона Шеваля,
Франция. И последний архитектурный эксперимент на сегодня. О человеке, у которого не было ни архитектурного образования, ни денег, ни команды. Только маршрут и одержимость. 1879 год. Сельская Франция. Почтальон Фердинанд Шеваль разносит письма пешком по глухой провинции. 30 с лишним километров в день. Однажды он спотыкается о камень настолько странной формы, что не может сдвинуться с места. И решает, он построит дворец из таких камней. Своими руками. Дальше 33 года одного и того же действия, повторенного десятки тысяч раз. Сначала он носил камни в карманах, потом в корзине, потом в тачке, при свете масляной лампы, после полного рабочего дня на почте. Ни одного архитектора, ни одного чертежа, только интуиция и открытки с картинками дальних стран, которые он сам же и разносил соседям. Индуистские храмы, швейцарские шале, мечети Алжира – все это перемешалось в его голове в один образ дворца, который нигде в реальности не существовал. Соседи, разумеется, решили, что почтальон сошел с ума. Долгие годы односельчане открыто над ним смеялись, а собственная жена умоляла бросить эту затею. Шеваль продолжал носить камни каждый день, в любую погоду, будто не слышал ни слова. Итог этой одержимости трудно описать, его действительно нужно видеть. 26 метров в длину, 10 в высоту. Башни, храмы, звери, надписи на камне высечены прямо его руками. На одной из стен подсчет, который он сделал сам. 10 тысяч дней, 93 тысячи часов, 33 года борьбы. Когда дворец был готов, Шеваль захотел, чтобы его там же и похоронили. Но французский закон запрещает могилы вне кладбища. Тогда, в 78 лет, он взялся за лопату еще раз и 8 следующих лет в одиночку строил себе гробницу тем же способом, что и дворец. Пикассо и Бретон называли это гениальным искусством, а сегодня дворец считается одним из фундаментальных памятников ар-брют, грубого искусства, людей без художественного образования. Охраняемый памятник культуры Франции, построенный одним человеком, у которого просто было слишком много терпения, и ни одного человека, готового сказать ему «у тебя получится». У каждого из этих архитекторов была не просто идея, была почти религиозная убежденность, что именно так дом и должен выглядеть, вопреки бюджету, вопреки нормам, вопреки здравому смыслу соседей и коллег, которые крутили пальцем у виска. И заметьте, ни один из них не построил просто красивую картинку для журнала. Куракава хотел, чтобы здания жили и обновлялись как организмы. Аракава и Гинс, чтобы архитектура в буквальном смысле боролась за вашу жизнь. А Шеваль напоследок напомнил нам, что для великой идеи иногда вообще не нужен архитектор. Нужно только упрямство и 33 года. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если ролик вам понравился, ставьте лайк и смотрите другие наши выпуски.